Вы знаете, наушники за 30 долларов от именитого бренда Ugreen, да, вот эти вот клипсы вот такие вот. И мы сейчас посмотрим точное название, все так красиво описано, и 30 долларов стоят. Это True Wireless на Bluetooth 5.4, но столько нюансов сделали, что прям расстроили меня. То есть я их когда покупал с расчетом на то, что есть такая же версия, только внутриканальная, а эти у нас вот такие вот клипсочки, видите, вот я еще покажу вам, как они выглядят на ухе, выглядит сомнительно, но новый формат, нужно пробовать, насколько интересная и развивается эта технология, мы в этом обзоре будем с вами разбирать. Но могу заранее сказать, что за 30 долларов, извините меня, Melody Buds Pro от QCY делает очень многих. И вот у нас есть в описании под видео ссылочка на обзорчик Melody Buds Pro за 30 долларов и ссылка на проверенного продавца, как и ссылка на вот эти вот. И советую вам их посмотреть, потому что резюме про эти наушники расстроит многих. Несмотря на их там вот эти вот моменты тач-экрана, управления смартфоном и тому подобного, тут очень много нюансов по самому звучанию. Если тут ANC, я отвечу дальше. Если тут ENC и тому подобные технологии, тоже дальше все увидите. Поэтому смотрите наш ролик. Пошли распакуем, посмотрим эргономику и уже будем тестировать качество звучания. Ugreen. Смотрите, какой Clip Buds Magic. Это очень интересные наушники. Смотрите, 12-миллиметровый драйвер. И у нас полноцветный тач-экран для них. И сама по себе форма, то есть Ugreen, как всегда. Что-то как придумают, на голову не натянешь. Я вам серьезно, сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну, ага. Да ладно, слушай, столько всего повыпадало. А, и все? Подожди. Не все, я знал. Ugreen меня не оставит одного. Где фирменные наклейки? Где Нет фирменных наклеек. Это они в этих, в зарядки кладут. И в пауэрбанки кладут. Ну ладно, давай. Так, зарядка есть. Все, это к этому вернемся. Мне интересно, что здесь вообще происходит. И что это за наушнички. Смотрите. Да ладно, с экраном. Да, там же нарисовано. А ну-ка. Я вот сейчас вообще офигел. Как это вообще включается? Ага, где-то кнопка снизу. Сзади. Зажали. Оба-на! Ты видела вообще вот это вот? Ugreen. Ты знаешь, что здесь можно управлять музыкой прям с коробочки? Смотри, какая милашка. Вот это вот для детей вообще топ, для девушек топ. Да? Это вот то, что Да, выделяет тебя из толпы, по сути. А, это ты когда закрыт. Хорошо, открыли. Открыли, хорошо. Достали наушники. Так, снимаем. Как вот это снять? Ugreen, вы, по-моему, перестарались с качеством поклейки. То приклеить, то намертво, да? На суперклей клеили. Ну да ладно. Смотрите, какие интересные наушники. Во-первых, я вижу всего лишь один пока микрофон на каждых. Один раз. И все, больше пока не вижу. Как это одевается? Это вопрос такой. Нужна видеоинструкция. Ну, это мы сейчас посмотрим. Мы в инструкции посмотрим, как это одевается. Но я так понимаю, что это клипсы. Это клипсы, это не просто наушники, это клипсы. Они, смотри, они магнитные, кстати, магнитятся. Ну, Ну, подожди, ну давай вставим сюда. Вот так вот оно вставляется. Или вот так вот раз. Вот так вот два, да? Вот так вот они заряжаются. А есть тут хотя бы хоть... А, да ладно. Смотри, здесь состояние наушников, состояние зарядки, музыкальный интерфейс. Видишь? Здесь регулировка громкости. Здесь выбор режимов. Да ладно, музыка, игра. То есть здесь есть пресеты. Смотри. Найти свои наушники. И есть даже яркость можно регулировать. Видно? Да. Язык. Русский есть. Да ладно, слушай. Ладно, так и оставим. Тайм-аут экрана. Давай поставим 25 секунд, чтобы максимально долго было. И есть состояние Bluetooth. А есть еще обои. Можно обои регулировать. Да ладно, прикол, слушай. А это что? Фото добавить. Да ладно, нет, это фотографии сделать удаленно. Нет. Это когда ты подключаешь к нему, то ты можешь фактически включить фотоаппарат, нажать здесь, оно будет фотографировать удаленно. Прикинь.
Вообще класс. Смотри, сколько здесь функций. Это просто жесть. Это просто жесть. Вообще пошли уже, наверное, оценим эргономику. Будем подключать. Прям очень хочется потестировать. Это прям вот выглядит очень-очень круто. Интересно. Интересно, да. Самые удобные. Сейчас будем веселиться. Да, лисица уже прикалывается с меня. Я вам объясню. Мы потратили долго времени, чтобы понять, как они... То есть, вот надо было, я тебе говорил, давай возьмем вот эти югрины и в таком исполнении, в клипсах, и в стандартных каплях, да, там ты кричала, нет, давай эти. Я разобрался, как их одевать, и одеваются они вот на эту часть вот таким вот образом. Вот так вот. Вот так вот. Правильно я это делал? А ну смотри, как на картинке. Да! Да. Слушайте, ощущаю себя, знаете, таким... Экспериментатором. Раз и ты в белом платье, да? Не, Да, шучу. по-разному. Шучу, да. По-разному торчат? Да, Да? но выше второй не Так у меня и уши одно поломанное на борьбе, другое О, да, нет. красивее стало. Так, ты знаешь, вот когда мне говорят, что у меня клипсы красиво смотрятся, давай не будем. В принципе, я вам скажу, необычно совсем, но это интересно. Я их не чувствую. У вас полностью открытый воздух, да, в принципе, все мы понимаем, для чего это. Это для каких-то активностей именно в клипсах, когда они не выпадут, никуда не денутся. Когда вы, допустим, бегаете, вы должны слышать окружающий, скажем так, мир, да, когда вы должны там коммуницировать с людьми, там, да мало ли что, но при занятиях на открытом воздухе, там в любом случае вам нужен Transparency Mode, либо OpenAir, что? Вот эти, да, вот эти. Для меня это вообще непривычно. Да это для девочек, слушай. Я так тестирую, конечно, вот чисто из-за их качества. Вот эти вот, ну, они войдут в наш топ однозначно, топ-5, потому что я уже их слушал. Сейчас посмотрим, ребята, посмотрим. Необычно для меня. То, что они держатся очень хорошо, это понятно. А вот как к этому надо привыкнуть. Пойдем слушать. Да, пойдем слушать, короче. Друзья, стоят они $31. Именно клипсы, потому что EcoBuds, вот я вам сразу говорю, вот хотите вот дальше выключайте видео, я вам рекомендую купить EcoBuds. Потому что там есть LDAC, там есть Hi-Res, а в ClipBuds Magic нету, только AAC кодек. Стоят они $31. В принципе, они постоянно у меня сползают. Хотя и имеют достаточно интересную опцию. Вот такой, знаете, форм-фактор открытые ТВС-наушники. Здесь крепление клипса, вот этот, и каждый вот этот вот наушник имеет титановую дужку с памятью. То есть вы можете их вроде бы как выставить, и все нормально. Но чем они отличаются от EcoBuds? ClipBuds Ugreen, Hi-Res саунда нет, LDAC нет, есть только SBC и AAC. Нет ANC, на секундочку, в EcoBuds 52 дБ. Хотя тут 12-мм динамический драйвер, Bluetooth 5.4 и огромное количество каких-то моментов. Больше мы здесь ничего с вами не увидим от того, что здесь написано. Буду все вам рассказывать уже лично на своем опыте, потому что здесь они расписывают, знаете, как хитро. Я не люблю, когда так хитро делают. То есть вы выпускаете два наушника примерно одинаковых, только одни дешевые, которые нам не интересны, они нам по сути не интересны, но их выдавать под соусом того, что это какой-то другой форм-фактор на одной же страничке с очень интересными, и картинки приложить конкретно на дорогую версию. Это очень нечестно. Поэтому давайте так, выключаем экранчик, ссылка в описании под видео. Лучше, я вам сразу говорю, брать EcoBuds Magic, вот эти клипсы обходить стороной, но давайте посмотрим, о чем я все-таки говорю. Смотрите, мы их подключили через наше приложение, но при этом приложение есть в Apple Store, но абсолютно его нет в Play Market. Для того, чтобы выяснить, нам нужно прочитать ни много ни мало вот такую вот простыню инструкции. Это инструкция к наушникам. Заходим, давайте посмотрим. Вот кроме вот этой вот функции управления, здесь управление, этой красивых картинок, ничего здесь интересного нет. Игровой режим, игровой режим, я вам могу сказать, что он всего лишь до 110 миллисекунд уменьшает задержку. Это раз. Эквалайзер. Есть усиление высоких частот. Куда их усиливать? Потому что я вам сейчас расскажу свой, скажем так, опыт прослушивания. Улучшает звук в музыке, фильмах и играх пространственный и двойное подключение устройств. А больше из настроек ничего нет.
Ну так, мультипоинт работает идеально, прям вот знаете, вот как должно быть. То есть подключен к ноутбуку, подключен к смартфону, в ноутбуке слушаешь музыку или смотришь фильм, подключает, звонит тебе на смартфон, он переключается, потом автоматически кладется трубка, он переключается обратно, и вообще вопросов нет. И они классны тем, что там не страшны брызги огня, IPX5, у них защита, это вот то, что я вам говорю, то, что другие не знают, да, там вот нет в самом описании продукта. Но чехол царапается, сразу говорю, это раз. Во-вторых, весят они, каждый наушник, по 5,6 грамм, что является достаточно немалым весом. Когда это внутри канала, оно держится на канале. Но когда у тебя это все дело висит на крае уха, поверьте, вот у меня постоянно сползает. Как бы я их не фиксировал, как бы я их там нет, у меня постоянно сползают эти штуки, особенно при каком-то активных действиях. Хорошо, драйверы. У нас тут все вроде бы хорошо, красиво, 12-мм драйвер с композитной диафрагмой. А сейчас мы, кстати, знаете, что я настройки зарядного кейса еще не посмотрел. Дистанционное фото, дистанционное управление. Подтвердить, да, все. Вот, видите, цвет текста можно менять, больше обоев, обновление прошивки и дистанционное пролистывание, перелистывание страниц. Да много чего тут, в принципе, есть такого интересного, но это чисто такая визуальщина. И, кстати, вот да, вот по заверениям самого производителя, что типа вот на этих наушниках там какой-то экстра мощный бас и четкие высокие частоты, я могу подтвердить только лишь отчасти. Здесь четкие высокие частоты, это все. Баса нет вообще. Вы там можете включать какой угодно бас-буст, если бы он был. Можете включать здесь все что угодно. Но, к сожалению, баса здесь нет. Как и активного шумодава. То есть я сейчас слышу, у меня кондиционер работает, а я сейчас слышу полностью, я сейчас, знаете, что буду делать? Я сейчас подготовлю вот этот вот запись, диктофон для записи, не диктофон, а рекордер звука, потому что лисичка, когда пойдет на улицу и, в другое помещение, у нас здесь шумит сильно кондиционер, и мы послушаем, как все-таки я звучу, потому что здесь заявлен ENC. Да, тоже в картинках этого нет, но ENC это конкретно Environment Noise Cancelling, это штука, которая позволяет нам избежать шума для собеседника, это ладно, хорошо. И с этим действительно вот было неплохо. А, кстати, Лисичка, давай сразу проверим звук ребятам, чтобы они у нас знали и слышали, о чем идет речь. Все, наша Лисичка или Пизличка уже пошла на улицу. Лисичка! Она услышала, что я сказал, и переспросила, кто. Ну ладно, сейчас она нас наберет. О, она нам звонит, давай. Алло, ты меня слышишь? Сейчас я включу запись разговора, чтобы ребята слышали. Не будет, к сожалению, записи звука, записи экрана, мы его потом перевключим. Как ты меня слышишь? Ты слышишь кондиционер? Нет, я слышу только твой голос, никаких Да, посторонних здесь звуков. есть ENC, Environment Noise Cancelling, все нормально, мы как бы понимаем, что он работает, это хорошо. Как вообще само общее впечатление от звука? Ну, вообще отлично, как будто ты со мной просто по телефону обычному разговариваешь. А вот теперь я вам расскажу, ребят. Вот спасибо, Лисичка. Только не ложи трубку. Я вам расскажу. Дело в том, что так как нет АНЦ, и они еще и полуоткрыты из-за того, что нет плотного прилегания, то я слышу кондиционер вперемешку с Лисичкой. Лисичка, ты жужжишь как кондиционер примерно. Ну, спасибо тебе огромное, да. Возвращайся, пожалуйста. Да. Ну вот Лисичка говорит, я, получается, слышала тебя лучше, чем ты меня. Да, так и есть. Так, к сожалению, и есть. И вот на таком моменте мы чуть попали. Теперь, у нас по автономности. Все неплохо. 50 мА у нас сами батареечки внутри самих наушников. И кейс 500 мА. Вот этот вот кейс 500 мА. В принципе, суммарно до 6 часов без АНЦ, я вам скажу, это не самый лучший показатель, но и не самый худший. Такой среднячок. А вот по качеству тут у нас есть вопрос именно звучания. Само по себе качество звучания можно охарактеризовать как сбалансированное между средними и высокими частотами, но абсолютно облегченное на басах. То есть басов, это я так сказал, знаете, даже приукрасил. Особо в таких, знаете, в стандартном режиме эквалайзера, там что-то можете попробовать, их затянуть куда-то на бас, но из коробки звук просто-напросто чересчур, он яркий из-за чрезмерных высоких частот. Потому что их, во-первых, легче реализовать на таком формате
восприятия наушников, а вот с басами действительно тяжело, без какого-то, допустим, массивного драйвера для баса, да, то есть ничего не получится, они это не реализовали, к сожалению. Итак, по сцене наушников. Я их уже тестировал. Сейчас, конечно, мы пройдемся по каждому из жанров музыки. По сцене наушников, хотя это и, ну, обычно, вот знаете, когда открытые наушники, а это открытый форм-фактор, обычно сцена кажется шире из-за того, что у нас есть воздушность, да, там и звучит как-то. Но в случае с клипсами, вот этими югринами, у нас она получилась какая-то средняя по ширине и больше в голове, знаете, сконцентрирована. То есть чудо не произошло, сцена не стала широкая, звук плоский, и вот как я обычно описываю, вот за пленкой, да, вот если там мембрану какую-то поставить между мной и пленкой, и исполнителями, то есть, ну, упирается все в мембрану, и определить, отпозиционировать звук из общей каши звуков невозможно. То есть есть как есть. На более тонкой музыке, там, академическая музыка, на джазе абсолютно невозможно слушать. Ты не можешь выделить нормально инструменты, некоторые детали теряются. Ну, вот есть как есть. Это вот из-за этого форм-фактора. Поэтому те самые наушники, которые с ними идут с лдаком, они намного лучше. Теперь по звучанию. Давайте я сейчас включу наши любимые жанры. Давайте тоже поставлю. Будем слушать. Сразу по джазу. Так. А ну. Вот знаете, вот недостаток баса, это вот как раз недостаток той теплоты джаза, который должен быть. Толку, что я слышу тарелку, но я не слышу, например, хорошо ударные, да, то есть я слышу, что они есть, но это выглядит как будто бочку бьют там чем, ну мне трудно, это у меня просто ничего такого нет, да, там вот вам бочка по сути, да, там все, это не бочка, это фигня. Короче, знаете, что я вам скажу по джазу? Саксофон неплохо прорисован, в принципе. Но опять же, недостаток вот этой басовости даже на саксе влияет. Он получается репящим. Я пробовал, переключал пресет джаз, но нормального ничего нам не дало. Звук холодный такой, знаете, простой, абсолютно. Давайте так, 3 из 5. 3 из 5 это максимум, что я могу дать для джаза. А теперь классика. Моя любимая классика. Я даже Вивальди не буду включать, это кощунство. Это ужас. Сцена ограничена, давайте так, сцена ограничена, ослабленный бас, оркестр практически не ощущается, звучит все это дело плоско. Знаете, как это звучит? Как будто ты включаешь на смартфоне и слушаешь вот так вот. Знаете, как включил на смартфоне и слушаешь просто-напросто музыку из динамика смартфона. Во, точно. Музыка из динамики смартфона. 2 из 5. 2 из 5. Это что касается баса. Давайте попсу, в принципе, послушаем. Давайте так, ну, мы же должны с вами понимать, что попса это изначально вот музыка, которая сфокусирована на вокале, на ритме, ну и эти наушники, в принципе, для попсы подходят более-менее нормально. Вокал хорошо звучит, ясно.
Давайте так. Дело в том, что в попсе сейчас используют электронные биты в основном, и в принципе более-менее сносно они передаются. Глубина баса для попсы, она не настолько сильно критична. Высокие, да, хорошо, более-менее там и вокал, вот даже так подчеркнуто хорошо передается. Ну давайте, оценочка 4 из 5, это уж с учетом того, что я уже на них слушал. Хип-хоп, а вот здесь вот может быть для нас сюрприз, конечно. Вот голос исполнителя передается очень четко. А вот насыщенности баса вообще не хватает. Чтобы качать хоть как-то, низы, короче, вообще, ни бочки, ни глубокие басовые линии, ничего не слышно. Вообще не слышно. Можно это дальше не буду слушать? Ну, троечка. Это троечка. Про рок и металл. Давайте про металл. Вообще металл это испытание для любых наушников, конечно. Ой, твою мать. Ой. Бледно это так все звучит вообще. Я вообще не слышу здесь ударных. Гитарные рифы из-за подчеркнутых высоких, они звучат неестественно, они звучат как из детского синтезатора. Знаете, вот такие детские синтезаторы есть учебные, вот там вот это так звучит. Нету густоты звука вообще никакой, вообще никакой. Какой-нибудь даже там альтернативный рок, там. Это джаз-рок. Ну. На зубы скрипеть начали от этого. Ну, нет, ребят, я могу еще, конечно, электронику включить, но без басового какого-то составляющего это даже слушать нельзя. О, вот эта вот мелодия, вот где-то я что-то услышал какой-то басок, но он, знаете, ой, твою больно. Вокал хороший, вот вокал вообще. Здесь должно качать. Баса нет вообще никакого, нахрен, ноль, все, ребят. И толку, что у нас, вот давайте так, вот это все, вот то, что оно показывает название, давайте я остановлю чуть-чуть, то, что оно показывает название, то, что можно там ставить лайки, делать фотографии, ставить какие-то штуки и, допустим, менять язык здесь. Это все сделано для того, чтобы эти наушники купить. Ребят, я сразу здесь делаю выводы. Вступление вы наше слышали. Я сразу здесь делаю выводы, что эти наушники не стоят 30 долларов. Извините меня. За 30 долларов я могу купить Melobuds Pro и просто кайфануть так, что это просто... Я не рекомендую. Ни при каком раскладе. Забудьте, не покупайте вообще. Это может подойти для тех, кто там слушает подкаст. Вот для подкастов шикарные наушники. Все, ребят. Без комментариев. Пока.